Всем привет! Сегодня предлагаю поэкспериментировать и приготовить хлеб высокой влажности почти 77%. Готовить будем с семенами, и ради эксперимента я хочу попробовать приготовить его с мукой общего назначения. Все ингредиенты на экране и в описании, и давайте готовить. Температура на кухне у меня сейчас почти 24 по Цельсию и либо 74 по Фаренгейту, и температура воды примерно 26 градусов по Цельсию или 79-80 по Фаренгейту. Ставлю большую чашу на весы, я использую обычно стеклянную чашку, это очень удобно для подготовки теста, и вливаю сюда 230 мл воды. Сюда же я добавляю 270 грамм белой муки, белок этой муки 11,7%. Как я уже сказала в начале рецепта, это мука общего назначения. Также сюда я добавляю 30 грамм цельнозерновой муки, белок этой муки 14%. Все это хорошенечко перемешиваем просто до объединения ингредиентов и до увлажнения муки. На весь этот процесс у меня уходит примерно 2 минуты, тесто получается очень липкое и влажное. Вот такое оно получается, и очень удобно вот так просто вымешивать рукой его. Пару слов про температуры, которые я показываю в начале. Это примерные температуры для вашего ориентира. Если у вас дома жарче, воду берем прохладнее, если у вас дома холоднее, воду берем теплее. Ну и все, на этом этапе закрываем тесто крышкой, оно уже готово и будет стоять при комнатной температуре примерно около 1 часа. А пока тесто стоит, я подготовлю семена. Здесь у меня примерно 40 грамм семян. Я взяла сборные, разные совершенно семена, которые у вас есть, все подойдут, любые. Их нужно будет замочить горячей водой. Если у вас семена сырые, то лучше их немножечко прожарить на сковородке, прокалить на сковородке и только потом уже залить водой. И дать им настояться около часа. Тесто у меня здесь постояло уже час, прошел ровно час, и я добавляю закваску. Закваска сейчас на пике. Я использую здесь стопроцентную пшеничную закваску. Я ее сегодня достала утром в 7 утра из холодильника, покормила, и пока тесто подготавливалось, она у меня поднялась в 2 раза. Теперь нужно смешать закваску с тестом. Делать это проще всего такими складывающими движениями, потихонечку вмешиваем закваску. Это занимает 3-4 минуты. Долго здесь тесто сильно вымешивать не нужно. Закваска вмешивается очень хорошо, она не расслаивается, хорошо соединяется. Просто продолжаем вымешивать. Сразу скажу, что этот хлебушек получается небольшой, да вы и сами это видите по ингредиентам. Масса готового хлеба по этому рецепту получается примерно 565 грамм. Если вам нужно хлебушек побольше, то просто либо удваиваем ингредиенты, либо просто умножаем их, увеличиваем на 50%, в зависимости от того, сколько вам нужно. Все, на этом этапе снова тесто закрываем крышкой и оставляем его отдыхать еще на 15 минут при температуре 24-25 градусов по Цельсию или 75-77 по Фаренгейту. А пока тесто отдыхает, я подкормлю свою закваску, которая у меня осталась. Закваски у меня осталось на донышке буквально грамм 100, поэтому я кормлю ее небольшой порцией. Сюда я добавила 15 грамм муки и 15 миллилитров воды. Все это хорошенечко вымешиваем. Закваску обязательно нужно очень хорошо вымешивать для того, чтобы она обогатилась воздухом и была более активной и однородной. Если у вас нет еще своей закваски, но вы хотели бы ее вывести, у меня есть очень подробный видеорецепт о том, как я это сделала, как ее вести и что с ней делать. Ссылочку на это видео я оставлю в описании к этому рецепту. Продолжаем вымешивать закваску, вот такая она получается, у нее консистенция получается как на густые оладушки. Вот такая тягучая консистенция. Закваска не должна литься с лопатки, но она вот таким вот свисает, как бы растягивается и падает вниз небольшими кусочками. Все, закваска готова. Лопатку убираем, зачищаем стеночки банки. Обязательно я использую резинку на банке для того, чтобы видеть уровень закваски и потом сравнить, насколько она поднимается или нет, чтобы узнать, насколько она активна. И закрываем баночку крышкой, и я не дожидаюсь подъема никогда, ставлю ее в холодильник. Свою закваску я, кстати, веду по методу без выбрасывания. Это очень удобный метод, когда у вас нет остатков закваски. Она не накапливается и не нужно думать, что с ней делать. Все, тесто у меня постояло и оно готово для введения соли. Соли по рецепту здесь нужно 6 грамм. Соль у меня крупноватая, лучше брать более мелкую соль. И вымешиваем тесто еще 2-3 минуты до растворения соли. Если соль крупная, то понадобится чуть больше времени, если соль мелкая, то понадобится меньше времени. Руку я смочила водой, потому что тесто очень мягкое и очень липкое, буквально чуть-чуть, чтобы не добавлять лишнюю влагу в тесто. Вымешиваем тесто, накрываем его потом снова крышкой и оставляем его снова на отдых на 30 минут. Ну а теперь будем делать первое растягивание. Для этого нужно сбрызнуть стол водой, стол должен быть чистый, вода тоже чистая, и выкладываю тесто на стол, на воду. Муку я здесь не подсыпаю, тесто очень липкое и очень влажное, поэтому лучше всего оно себя ведет на воде.
При этом с водой нужно быть очень аккуратным, нам нужно буквально смочить немного стол, при этом не добавляя лишнюю жидкость к этому тесту, иначе оно будет плыть и с ним будет очень тяжело работать. С тестом работаем здесь аккуратно, растягиваем настолько, насколько получается, желательно, чтобы оно не рвалось. И складываем сначала пополам, потом снова еще раз пополам, потом снова пополам. И еще раз пополам. Если нужно, помогайте себе скребком. Скребком очень удобно работать. Если у вас нет, я очень рекомендую. Это такой прибор, который очень нужен в работе с тестом. И снова складываем и отбиваем несколько раз тесто об стол. И снова складываем. Формируем вот такой шарик. Все, шарику теперь нужно полежать. Для этого я снова немножко опрыскаю водой поверхность вокруг и накрываю его чашкой и даю ему отдохнуть. Лежать оно так будет у меня 30 минут. Через 30 минут отдыха на столе я снова опрыскаю немножко водой поверхность вокруг этого теста. Подхватываю тесто снизу, и сейчас мы будем делать ламинирование. Ламинирование очень сильно похоже на предыдущий процесс, когда мы складывали, но растягиваем тесто немножко дальше. Формируем прямоугольник, достаточно тонкий. В этом тесте, как я уже сказала, я его делаю на муке общего назначения. Здесь белок, по идее, должен быть повыше для такого теста. Из-за этого оно немного более липкое, чем я хотела бы. Но если у вас будет мука 12,5, это тесто будет более приятно для работы. Ламинирование очень часто использую для того, чтобы добавить определенные добавки в тесто. В моем случае это семена, как я уже говорила. Я слила оттуда всю лишнюю воду и семена, немного набухшие, выкладываю на тесто вот таким способом. Тесто очень мягкое и не очень хорошо тянется. Опять-таки это потому, что мука немножко не с тем белком. Продолжаю работать и посмотрим, что получится. Еще раз повторю, что рекомендованный белок муки для этого теста это 12,5. У меня сейчас здесь 11,7, поэтому тесто ведет себя не так, как оно должно себя вести. Распределила я часть семян по поверхности, пытаюсь сейчас поднять тесто. Тесто нужно поднять, по идее, и с нахлестом положить друг на друга. Но у меня из-за того, что тесто хуже тянется, мне приходится делать несколько раз подобную процедуру. То есть я складываю, накладываю тесто друг на друга, потом снова тяну и снова накладываю, потому что если сейчас потяну достаточно сильно, тесто порвется. Семена распределяем по всем поверхностям для того, чтобы в хлебе, потом, когда хлеб будет выпечен, семена были равномерно по всему хлебу. Потому что если их положить просто на центр и потом завернуть, то получится, что у вас в середине очень много семян, а в остальных частях теста и хлеба семян нет. Поэтому накладываем семена равномерно и скручиваем нашу заготовочку снова в рулетик. Помогаем шпателем, лопаткой. В принципе, нормально у меня скрутилось, несмотря на то, что очень сильно прилипало. По-прежнему все еще сильно прилипает, подворачиваю концы внутрь и формирую шарик. Для того, чтобы мне дальше было удобно работать с таким влажным и липким тестом, я подготовила чистую формочку вот такую и снова ее сбрызнула водой со всех сторон. Перекладываю тесто в чистую форму, потому что если положить в ту же самую, где оно было, оно будет очень сильно прилипать. Все, тесто вот таким образом выглядит, небольшой комочек, накрываем его сейчас крышкой и оставляем снова при той же самой температуре на отдых на 45 минут. Это тесто я просто оставляю на столе, потому что у меня температура дома как раз сейчас подходит для его брожения, ферментирования. Вот так тесто у меня выглядит через 45 минут. И на данном этапе мы будем делать растягивание и складывание. Всего растягивание и складывание будем делать 4 раза каждый час. То есть сначала одно, потом час отдыхает, второе, час отдыхает, третье, час отдыхает и так далее. Я вам показываю первое складывание и покажу еще четвертое. Второе и третье показывать не буду, так как они абсолютно одинаковые. Все, первое складывание окончено. Мы его накрываем тесто снова крышкой и снова оставляем при той же самой температуре. Примерно 24-25 градусов по Цельсию. На данный момент я вам показываю, это у меня уже четвертое складывание. Тесто заметно увеличилось и стало более таким пушистым и надутым. Как будто бы увеличилось, я бы сказала, на 30%. Снова делаем складывание тем же самым образом. На данный момент я уже тоже могу сказать, у меня были похожие рецепты, что тесто немножко не такое эластичное, как я хотела бы, чтобы оно было. Опять-таки, еще раз повторюсь, что это тесто слишком влажное. Обычно, чем больше влажность у теста, у хлеба, тем лучше и удобнее использовать муку с более высоким белком. Мы сегодня экспериментируем и пробуем. Все, я закончила четвертое складывание и сейчас оставляем тесто на отдых, на общую ферментацию на 2 часа. Вот так тесто у меня выглядит через 2 часа, оно очень хорошо поднялось. Должно оно увеличиться примерно на 50-60%.
Подпыляю мукой обильно достаточно поверхность, стол у меня, и выкладываю тесто. Посмотрите, как удобно выкладывать тесто, если чашка была чистая и влажная. Тесто сверху не трогаем, оно очень-очень-очень липкое. Подхватываем его снизу, там, где тесто в муке, и с нахлестом накидываем края теста, потом сворачиваем его в рулет и округляем заготовочку. Чем лучше мы ее округлим и натянем поверхность, тем больше шансов того, что у нас получится красивое раскрытие. Хотя со слабой мукой раскрытие может не получиться в любом случае, особенно при очень влажном тесте. Все тесто у меня округлено, теперь я его накрываю снова крышкой, кстати, его нужно переложить на муку, иначе оно прилипнет, и накрываю его снова чашкой, либо крышкой, у кого что есть, и оставляю его на отдых еще на 30 минут. За это время я подготовлю форму, у меня это корзинка, которую я присыпаю мукой. Для влажного теста очень важно использовать муку, желательно рисовую, та, которая не прилипает. Хорошенечко просыпаем корзинку со всех сторон, потому что шанс того, что прилипнет, повышается. И вот так тесто у меня выглядит через полчаса. Оно стало еще более мягким, более воздушным. Переворачиваем его вверх дном, так, чтобы сверху оказалась снова липкая часть, а снизу оказалось все, что было в муке. И повторяем все наши действия. С нахлестом накидываем края теста друг на друга. Они хорошо прилипают, и снова сворачиваем заготовочку рулетом. Проходимся по всем краям и защипываем края, настолько, насколько это возможно, из боков в том числе, чтобы хлеб был красивой формы. Немножко подтягиваем поверхность, если нужно, помогаем себе лопаткой и шпателем. Кстати, с мокрым хлебом, с влажным хлебом лучше всего использовать металлический шпатель, к металлу хуже прилипает тесто, и это очень удобно. Вот такое тесто у меня получилось, оно очень влажное, вот так оно все дрожит, как желе. Сверху я хлеб присыпала мукой. С мукой нужно быть очень аккуратным. Слишком мало муки и хлеб может прилипнуть, слишком много муки и хлеб забивается мукой, и потом получается толстая, некрасивая, жесткая корка. И убираем в холодильник до утра. У меня уже наступило утро. Я поставила разогревать свою духовку на температуру 250 градусов по Цельсию, 482 по Фаренгейту. Выпекать я буду в чугунной кастрюле, и хлеб после холодильника у меня выглядит вот таким образом. Иногда спрашивают, нужно ли греть хлеб перед выпечкой. Нет, хлеб греть перед выпечкой не нужно. Вытаскиваем его в холодном виде, стряхиваем всю лишнюю муку. В это время у меня уже духовка нагрета стоит вместе с кастрюлей. Кастрюля очень горячая. И когда кастрюля, духовка уже нагрета и готова принять тесто, делаем разрез на тесте. Разрез делаем достаточно глубоко, под косым углом, примерно на глубину около 1 см. Сверху я всегда свой хлеб опрыскиваю дополнительно водой для создания дополнительного пара и отправляю хлеб в кастрюлю. Накрываю его крышкой и кастрюлю снова ставлю в духовку. Температура начальная, еще раз повторю, 250 градусов по Цельсию, 482 по Фаренгейту. Выпекаем первые 20 минут с крышкой, а затем снижаем температуру на 210 градусов по Цельсию или 410 по Фаренгейту и допекаем хлеб еще 15-20 минут до полной готовности или до цвета, который вам нравится. Вот таким вот хлебушек у меня выглядит после того, как он испекся. У него хороший золотистый цвет, и он очень хорошо пахнет. И видны пузыри, характерные блистерс везде по поверхности. Хлебушек этот маленький, еще раз напомню, но он поднялся очень хорошо, увеличился практически в 2 раза. И несмотря на то, что хлеб очень хорошо выбродил и очень хорошо поднялся, раскрытие красиво у нас не получилось. То есть раскрытие есть, но нету гребешка, характерного гребешка. И тому есть объяснение. Конечно, здесь это очень низкий белок для такого влажного теста. Не удалось создать хорошего натяжения на поверхности, не удалось достичь определенной эластичности, которая нужна была, и в итоге у нас не получился гребень. Однако у этого хлеба получилась прекрасная, очень тонкая хрустящая корочка и замечательный воздушный мякиш. Хлеб получился очень-очень мягкий. Корочка, как я сказала, просто наитончайшая и очень хрустящая. Внутри достаточно хорошо распределены пузыри равномерно. Хлеб красивый и пахнет хорошо семечками. У меня есть на канале похожий рецепт достаточно влажного теста, но там влажность около 75%. И если вам интересно посмотреть, какой там гребень получился, вы можете глянуть, я оставлю ссылку, тоже будет в описании. Если у вас остались какие-то вопросы по этому рецепту, на все вопросы я отвечаю в комментариях.